Будь что будет, как говорится. Ладно. Дропов вроде как нет. Угу. Так, ну все. Итак, всем добро пожаловать на стрим. У нас игра под названием The Outer Worlds, внешние миры. Игра от создателей Fallout и тому прочее. Ну, все знают, поэтому ничего объяснять не буду. Так, подождите. Тут сложность, кажется, называется сверхновое. Сверхновое погружение. Сверхновое погружение, не знаю. Вот, найс. Так. Так. Субтитры разговоров. Показать субтитры одиночных реплик. Показать субтитры в заставках, конечно. Блин, я что пойму в заставках-то тогда? Go. Пригибаться очень полезно, так вы становитесь малозаметным. Стелсить можно, воровать, видимо. Зачем оставаться на Земле, когда звезды сулят несметные богатства? Приезжайте в Алкиан, единственную колонию на краю Вселенной, где за порядком следят корпорации. Путешествие займет не более 10 лет, но они покажутся вам минутами, и все это благодаря удобной и безопасной гибернационной камере. Вы проснетесь в идеальном обществе, созданном исключительно для того, чтобы гарантировать вам максимальную репродуктивность и полноценную работу. Уже совсем скоро вы наконец-то станете хозяином собственной судьбы и попадете в этот удивительный мир, в колонию Алкион. Совершенно секретно. Коллега корпорации Alken Holdings доклад о происшествии корабль колонизаторов надежда чего оставить надежду на границе колонии. Тревога вторжения в охраняемую зону рядом с надеждой. Окей. Кстати, игра вроде как супер оптимизирована. Ну, по крайней мере, пока ничего не лагает в ролике, по крайней мере. Ясно. Прям как... Блин, похож на Джокера из Архама. Блин, не знаю. Бэтмена. Просто лицо немного поменяли. Беглец. Финиас Варнан Уэллс. Разыскиваем коллеги Алкинс за преступления какие-то. Сотни тысяч колонистов навсегда брошены дрейфовать в открытом космосе, просто чтобы не портить статистику в коллегии. Возмутительно. Ха. О, так, подождите. Так, ладно. Ага. Все началось. Создаем челика. Так, ну... Интеллект влияет на бонусный урон критического удара. Так, ну короче, это... Игра. I bet you could see right through the board's lies. Rather anemic, but at least you'll fit in. Но игра была создана от типа очень даже неплохих этих разработчиков, которые, ну, вообще хороши именно в плане, как называется, всяких РПГ механик, поэтому не знаю. Поэтому я думаю, надо все просто тупо вкачать в интеллект и ловкость, и все. Это тупо лучше. Так, ну давай еще. Ну, привлекательности и проницательности. Обновление умений напарников, твердость духа. Ложь, скрытность, медицины.
короче, Oh dear. Did you actually punch out your anger counselor? что там какие-то комментарии вбрасывает. Ну, короче, он, видимо, сейчас стоит... Ну, на фоне видим там, типа, вот, анабиозные эти самые капсулы, в которых щельки там, типа, валяются. И, типа, один из них мы. И он, типа, такой выбирает, кого бы это вот разбудить. А чё, он всех разбудить не может, интересно? At least you don't have rickets yet. А, да ты смотри, грузоподъемность, даже такая тема есть. Ну, даже не знаю, даже не знаю. Ну, так, интеллект. You've got a once-in-a-generation mind. Так, ну... At least you don't have rickets yet. Чего? Слова непонятно, не хотеть думать, в разговорах открываются глупые варианты ответа. Чё, серьезно? Ничего себе. При попадании в голову слабые места не наносят дополнительного урона. Штраф репутации набирается намного медленнее. Нет пассивного восстановления здоровья. Ну, так. Ну то, что, блин, тут вот эта вот тема с тупыми диалогами, то, что есть, это прикольно. Так, ну давайте, ну блин, я бы хотел отыграть тупого, но... Ну, может, типа злодея отыгрываем, так что хуй знает, я сделаю высокий. А проницательность... Ну... Черт с духом мне ни нахер не надо. Возьму-ка лучше проницательность получше. Ну, как-то так, я думаю, пойдет. Так, навыки. Общение. Это понятно. Легкое, длинноствольное. Дальний, короче. Или... Ну, взлом, кстати, неплохой у меня уже стоит. Новичок открывает умение продавать вещи торговым. Открывает умение продавать вещи торговым автоматом. Взлом автоматонов отключить на 3 секунды. Дальность обнаружения автоматонов. Так, а это что? Открываю вторую ячейку для препаратов в ингаляторе. Работать, улучшить свое оружие, броню на верстаке. Ремонт в полевых условиях. Вы можете ремонтировать броню и оружие на экране снаряжения. Ну, блин. Ну-ка нахера. Давай так попробуем. Да, что-то изменилось. Да, легкое оружие стало больше. Да, ногой инженерии стало реально намного выше. Вот это я заобузил сейчас этот момент. Ну как заобузил? Такое себе слово неподходящее. Так, испуг. 20% вероятность, что существо испугается, сбежит на 10 секунд после того, как вы убьете кого-нибудь из врагов. Оцепенение у людей есть вероятность оцепенеть страха. Ну... А что вдохновение дает? Чисто на напарников что-то делает. Ну ладно. Давай пойдем так. Квалификация. Так. Длительность плюс одно убеждение. Младший кассир с правом самостоятельная работа. Клиенту нужно улыбаться. Вы живете звуком картриджа с битами, которые выставляется в терминал.
правой стороной вверх, а важнее всего для вас балл лояльности и фраза «Спасибо за покупку, приходите еще». И это не пустые слова, это девиз и стандарт, который вы собираетесь воплотить в реальность на новых рубежах. Угу. То есть кем я был, да? Уровень 0 класса. Так. Уклонение, техника. Специалист по управлению лифтом. Хороший лифт входит вверх. Так, давай я Handle bits for a living. буду младшим кассиром, который также и был специалистом по управлению лифтов. Thing. Made to listen to that dreadful music all day. А, тут только одно. Блин, ну тогда младший кассир. I might require you to push a few buttons. Блин, окей. Внешний вид выбираем. Мужчина. Тогда случайный образ. Ужас. Чего? Что это было сейчас? О, мой бог. Пипец. Тут женщины с бородами тоже могут быть. Ужас. Ужасно. Так, давай по умолчанию. И отсюда уже сами двигаться будем. Так, ну, типа... Так, что ли? Цвет кожи. Вот так вот. Цвет глаз темный. Блин, только что что-то похожее было. Вот. Ну, такое, да. Так, брови по горизонтали. Пускаем. Бровь вперед. Это как это? О, нет. У меня не такие брови. Нормально. По вертикали. Чуть-чуть так, по горизонтали. Так, глаз размера. Ну, не супер большие, буду честен. Так. Челюсть. Ну, блин, стойте, но я как бы с лицом-то, точнее с глазами-то не закончил на самом деле. Блин, ну ладно. Блин, нос большеватый. Давайте сначала, она вот. Так. Наклон. Ну, немного такой. Ширину, ну, наверное, поменьше. И не шибко большой. По вертикали. Чуть-чуть. Повыше. Щеки. Да. И щекастый. Ну, блин, так, стойте. Бля. Вот это вот сильно как-то мне не нравится. Как-то он слишком женственный получился. Ну, блин, прям... Ну, немного так, наверное. Ну да, немного так. Волосы, да. Волосы смущают еще, да. Тут много, кстати, причесок.
И все они ужасно нахуй. Максимально такие неформальные волосы. Or неформалс. Блин, над редактором персонажа по-любому сидел какой-то радикальный феминист. Я в этом почти уверен. Тут такие, блин, местами эти палитры цветов. Бля, но мне профиль жестко не нравится. Надо будет над носом поработать еще. Так. Не тот хвостик, который я хотел. То есть тут нормального хвостика нет. То есть фанату Ведьмака эта игра не понравится. Он такой уже дропнет ее на редактор персонажа. То есть Геральта из Ривии он создать не сможет. Не, ну это что за близкие прически? Ну, хотя бы так, что ли. О, стиль бровей, ну-ка. На бровь. Так. Ну, примерно такие, что ли. Да блин. Смущает меня тут. Как-то так. Подожди. Блять, так я знал, что-то не так. Походу я еще и не черный цвет выбрал, да? А какой-то каштановый, типа того. Так, вот черный был, походу. Или это серый, я не пойму. Блин, так сложно было им сделать нормальные цвета для вообще, ну, чтобы было понятно. Ну, хотя бы так. До сих пор кажется, что это Мулан какая-то, которая затесалась в военные, в ряды военных, чтобы, не знаю, доказать что-то. Так, короче, так сделаем. Так, рот, нос. Может, его в нос, в носе. Ну да, что-то в носе, короче, владело. Нос, короче. Охуеть. Не, так. Так. Немного. Так. Ну, если что, я вообще не похож. Борду надо поменьше сделать. Тупо щетину добавить. Хотя уже сейчас норм так выросла. Так, в глазах бы что-то изменить. Начнем хотя бы с цвета. Блин, это цвет кожи. Так, вот так вот. Цвет глаз, во. Так, темно-карий, но походу был темно-карий, который был до этого. Угу. Максимально какой-то этот все равно. Ну,
Блин, не знаю. Прям какой-то корейский этот. Саксидл какой-то. Нет. Шрам. Грязь. Нет. Дальше. Ну ладно. Видите имя своего персонажа, просто космос стремится поскорее узнать вас. Нолан. Тут еще фамилию можно фигануть, походу. Нет. Просто Нолан. Пускай будет. Не буду дичайшим задротом. Так, ага. Пойдет. Да. Looks to be your Добрую половину времени провели на создание персонажей. Короче, он взял нас с собой и улетел. Просим вас выключить двигатель и приготовиться к досмотру. Мечтать не вредно ли за блюдо? Сказал постаревший Шокер, потянувший лицо Рика из шоу Рик и Морти. Терра-2, орбитальная лаборатория системы Алкиона. Статус. Целостность корпуса упал до 25, уровень энергии упал до 90, скачковый двигатель вышел из строя. Черт. Он сказал дерьмо на самом деле. Так, ушка. Вот и вы. Хочется знать, что происходит, не так ли? Боюсь, у меня плохие новости. Ваш корабль необъяснимым образом выбросил за пределы зоны скачка, поэтому путешествие продолжилось на субсветовой скорости. Это означает, что вы, а заодно и остальные колонисты Надежды, пребываете в анабиозе уже почти 70 лет, или около того. Обычно разморозка после столь длительной гибернации приводит к ужасающему результату. Называется массовый разрыв клеток, но я бы назвал это разжижением. Что-то не так? Да. Можете не волноваться, я закачал в ваше тело специальный раствор собственного изготовления, который не даст вам умереть ужасной смертью, по возможности сохранит вам жизнь. В чем мы, надеюсь, скоро убедимся. К сожалению, последние реагенты были потрачены на ваше спасение. Знаю, я много от вас прошу, но вы должны помочь мне добыть еще, иначе нам не удастся спасти остальных. Я бы сделал это сам, конечно же, но коллеги назначила за мою голову большую награду, а мой корабль выведен из строя. Но я уже нанял одного контрабандиста, чтобы помочь вам. Он скорее... Ага, похоже, мы на месте. Удачи! Боже мой. Вот это вот... Вот этот вот юмор тупой. Потому что кнопка там типа сразу не работает, там это прочее. Ну ладно. Способности дают уникальные бонусы. Здесь могла быть ваша подсказка для экрана загрузки. Свяжитесь просто с космосом, чтобы получить доступные рекламные предложения. Слышно меня? Эта штука работает. Ага, идет. Так, на чем мы... Да, контрабандист, его зовут Хоторн, и он должен ждать тебя на посадочной площадке. Он будет, так сказать, шофером. Не переживай, они мне говорили, что он профессионал. Лихой стрелок, уникальный корабль, все дела. Уверен, он тебе понравится. Я прикрепил к твоему костюму простенький беспроводной монитор, чтобы следить за твоими успехами. Выйдем на связь, как только ты приземлишься. Удачи. Все колонисты на тебя рассчитывают. Ну, ясное дело, он на колонистов срать хотел, а нас он
вытащил чисто ради того, чтобы мы им помогали. Это уже как пить дать. Он уже вначале проговорился, мне говорит, потом добавил колонистам помочь. Так, ладно. Так, я начал было говорить о том, что оптимизация хорошая, но потом... Вот он должен быть где-то поблизости. Закон мне... Это он? Вот идиот. Я велел ему установить маячок китайки, а они стоят с ним в руках, как пень. Ну ладно, не пропадать же кораблю. Вот он мне возражал бы, если бы ты взял его корабль лучше, чем коллеги, наверное. То, что я ему доверял, он вполне мог соблазниться. Так, ладно. Так. Графоний давайте-ка немного. Ну, да. Регулировка графики так-то норм. Прям все очень хорошо. Тукой. А потикнди. Угу. Так, ну с управлением разобрались на месте сразу, да. Он такой стоял с маячком и умер. Пойдемте дальше. Фу. Блин. Красиво. Так. Оп. Высоко прыгаем, кстати. Так. Зверьки всякие появились. Вроде пока не агрессивные. Так. Двигаться скрытно также на контрол. Left shift. Бежать. Бегаем. Хорошо. Так. Мародер-разбойник. Чтобы скрыться от врага, используйте высокую траву, камни, разнообразном укрытии, так вы можете обойти врагов. Понял. Так, тап. Инвентарь. Отлично. Интуитивно. Управление броней. Арамид баллистик сохранит вашу кожу целой и невредимой. Притащить броню и шлем и чеки снаряжения, чтобы начать их. Понял. Понял. Добавить к хламу. Смотреть. Адрену. Целительное расслабление инъекций. А как она на дёрке? Угу. Местные животные меня тупо не видят. Замечает, подозрительно, проверяет или встревожен. Понял. А мне обязательно... Может, я вот так пойду? Да. Так, хорошо. Странное начало, я бы сказал. Такой. О, галюны. Ого. Полегче, ты столько времени провел в заморозке, что непредвиденные побочные эффекты. Короче, я эту штуку видел. Айка. Аф.
Аутоинъекция. Как бы не путать потом F с Hey, you. чем-нибудь другим. Охранник пелем. Так. You've Сковородка. tried the best now. Вы уже пробовали. Теперь попробуйте остальное. Просто космос. А закон у нас больно так как. Не дергайся, я тебя подлатаем. Похоже, кровь остановилась. Спасибо. Bleeding stopped. I owe you one. 15 Hope you don't тысяч. mind me omitting this little 15 exchange тысяч from my 500. report. Ты не против, если я не буду фиксировать эту часть нашего разговора в отчете? Просто космос не одобряет, когда кто-то принимает помощь от посторонних. Блин, я же злодей. Сука, я забыл. Так, ладно. Что с тобой случилось? Пошли в патруль. Я заметил в холмах лагерь мародеров. Думал, я с ним справлюсь. А потом мое оружие случайно выстрелило. Прям мне в бочину. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Я еле жив остался. Заполз сюда и заблокировал выход канистрами. Ты прячешься в пещере, выход с которой сам же заблокировал, да ты, считай, уже мертв. Протокол просто явным образом разделяет понятие мертв и считай, что мертв. Разговор обязывает на меня находиться на посту, если я не мертв. Я сообщу руководству про нелегальную посадку, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. Видишь канистру у выхода? Если сюда тащатся мои мародеры, я их всех одним выстрелом грохну. Неплохо, а? Тот совершил нелегальную посадку? Давай я ему найду. Тогда бери мое оружие. Только осторожно с ним. Имей в виду, что оно стоит куда дороже, чем я. Ты ведь можешь взять еще мою саблю за то, что подлатал меня. Вероятность случайных выстрелов снижена на 30%. Вы уже пробовали лучше. То попробуйте остальное. Профессионал своего дела, да. На этот раз все как надо. Ты можешь сказать, где мы находимся? Ты что, головой ударился? Ты в Эмералд Вейл. Это последний курс космоса. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the world. Be sure to stop by a provision can of our famous salt tuna. Ты что-нибудь знаешь о Надежде? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Так, ладно. Пойдемте. Так, полицейский шлем. Магничка. Ну, парень меня видел, так что... Таблетки с осушенной водой. Он меня видел. И если бы он кому-то другому рассказал, просто тот сразу же понял, что... Тот чувак с шаттла был я. Ну, типа, живой я. Просто тут взял и мимо него прошел, еще оружие его взял. Черт мои уши. Что это было? Меня слышишь? Какого творится с развалюхой? 102 патрона. Вот это норм. Так, ну... Так, прицел... Ну ничего, неплохая стрельба, вроде бы пока, я не знаю, но то ли это оружие такое, то ли что, я не знаю. О, черт, это я косой. Плюс 10 очков опыта. Блин, ну это... Так. Тактическое замедление. Понял. Q. Тактическое замедление. Не будем долго размусоливать, просто... Чтобы сейчас я еще прокрался там мимо них, туда-сюда, вот это вот 5-е, 10-е. Нет, спасибо, ребят. Не будем долго. 102 патрона. 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 102 патрона.
сопереживать. Взлом компьютеров, вскрытие замков. Навыки взлома, вскрытие замков помогут вам попасть туда, куда вам нельзя. Магнитчики позволяют открывать замки, обходные шунты взломать. Ага. Если ваш навык достает та-та-та-та-та, сколько магнитчиков... Та-та-та. Ага. Посмотри. Телескопический посох. Бонус на решительность, технологии, управление оружием. Так, сабля. Ну, прикольно. Ну, посох там еще у меня есть, но посох дерьмо, походу. Ой! Я не хотел стрелять, и случайно. Так, значит, мне магнички сюда. За костер я горю, понял. Так. Тут есть быстрое сохранение. Да, есть. Кайф. F5. F5. Так, есть еще параметры еды, голода и сна. Я только что увидел. Так, а есть еще кто-нибудь? Ага, вижу. Да за шо я такой косой? Как ты хорошо получил. В голову. Так. Все дерьмо их не надо продать, кстати. Картридж с битами. Походу, это деньги. Лечимся по средству курения вейпа. Нормальная тема. Так, корабль. Это, видимо, корабль нашего контрабандиста, но он уже... Рядовой Кимбл, лейтенант Мерсер. А там... Угу, вандал. Да. Иду. Рассказывайте. Что хотите? Блять, F. Надо поменять лечение на... А что такое H? Ну, H это, видимо, ничего, так что я лечение на H перекину лучше. Это боюсь я дофига раз так еще нажму. Ингалятор. Кайф, все. Не знаю, откуда ты, незнакомец, но советую вести себя потише, что неподалеку мародеру и хуже того нарушителей правил посадки. Чтоб эту гадину язву меня обсыпал, садиться в Эмералд Вейн неофициальной посадочной станции. Просто космос. Я бы влепил штраф, но тут куда ни глянь, мародеры. Так они... Блин, они искали не меня, а владельца этого корабля. Ёпта. Этого чувака зря убил, наверное, тогда. Ну ладно. У меня теперь шлем есть его, кстати. Это всего лишь правило посадки, стоит ли так беспокоиться? Я в курсе, один из ваших товарищей спрятался от них в пещере. Правда, и как он? Он мертв. Так и знал, что без трупов не обойдется. Вот увидишь, я покончу с мародерами одним стремительным экономическим выгодным ударом, который сделал просто космос, имея в сфере самообороны. Мне просто это, ну, надо дух перевести. Ноги немного размять. Могу поспорить, вы бы заставили этих мародеров сказать, где владелец этого корабля. Думаешь, большинство из них даже говорить не умеет, но преступники по натуре тянутся друг к другу. Знаешь что? Ты прав, пора разобраться с мародерами. Найти владельца этого корабля, составить подробный рапорт, ламинированный и, сука, в рамочке. Да.
Go, 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 go. Вперед, вперед. А мы на них посмотрим. Ядрить, они жестко стреляют, конечно. Ай, блин. I just earned a fine bonus. Так. Легкая штурмовая винтовка. Большое спасибо. Я этого никогда не забуду. Да. А просто космос репутация ухудшена? А каким образом они знают? Что? В смысле? Откуда не знаю, что я ее убил? Бля. Ладно, надо быть аккуратнее с этими убийствами, иначе все может плохо кончиться. Так. Что там у нас по урону? 180, нифига. Урон 18, 20. Так, в секунду. Ну, много дипа, да? Ясно. С помощью быстрого путешествия вы можете переносить уже известное место, открыв карту, выбрав цель. Вы получили новый уровень. Так, повышение. Понял. Обрати внимание, на этом судне отсутствуют какие-либо ценности. Место посадки. Улучшение навыков. Каждый раз, когда вы получаете новый уровень, вам даются очки, которые вы можете потратить на улучшение навыков. Если потратить очко на базовый навык, ближний бой будет улучшены все специализированные навыки в этой группе. Максимальный вклад. Угу. Эй, ни хрена себе, понял. Способности. Крутизна. Волк один. Плюс 25 урон, когда разбегал. Износ оружия. Черт, я забыл. У меня ссылка грузоподъемности. 80, да? Так, хорошо. Так, стоп. А что за бред? Принять. Вот. Так, тут... Бас. Быстрое путешествие при перегруженности. Ничего себе. Минус 20% цен торговцев. Я думаю, это возьму. Любимым бренд экономных колонистов. Город Эджвотер, как и весь регион Амирал Бейл, является собственной компанией Просто Космос. Черт, ну с ними, блин, как-то это не стоит портить отношения, походу. Прошу улыбнуться, я снимаю всех посторонних на память. Я слежу за каждым вашим движением. Окей. Добро пожаловать на борт. Транспорт Apex
Триангулум. Колония. Основана в 2325, видимо. Так, а это что? Не обращайте на меня внимание, очень опасно для здоровья, мародер. Приветствую, мародеры. Я Ада, автоматическое дискретное астролобия этого судна. Обратите внимание, что я полномочен применить жесткие меры против нежелательных посетителей. Окей. Пожалуйста, верните незаконно присвоенное оборудование, организованно покиньте судно, отказ повлечет за собой вашу немедленную ликвидацию. Я не собираюсь ничего присваивать. Я не люблю, когда со мной разговаривают в таком тоне. Я запрограммирован на дипломатичную и тактичную коммуникацию. Позвольте мне это продемонстрировать. Запиши протокол аварийного выброса, разблокировка шлюзов до... Безумный глазочек. Почему ничего не происходит? Вы еще здесь? Протокол ввода заблуждения не сработали. Запускаю программу вооружения разочарования. Это корабль Хоторна. Это судно является зарегистрированным собственно капитана Алекса Хоторна. Я могу принимать приказ только от капитана Алекса Хоторна. А твой капитан осталось красное пятно под моей спасательной капсулой. Понимаю, мне потребуется некоторое время, чтобы обработать полученную информацию. Спасибо за терпение и откровенность. Я запрограммирован принимать приказы исключительно от капитана Хоторна. Если принимаю приказы от вас, то вы должны быть капитаном Хоторном. Вы понимаете? Ясно, я должен быть капитаном. Приказ капитан Хоторн. Вижу, ваши детективные способности не пострадали. К сожалению, двигатель остановка в настоящий момент неисправна. Главный двигатель пострадал от резкого перебоя в питании, и вам пришлось совершить экстренную посадку. Регулятор мощности главного двигателя не подлежит восстановлению и нуждается в замене. Инженерия 5. Что-то я сомневаюсь, что такие штуки валяются в любой мастерской. Это проницательное наблюдение, однако вероятность найти регулятор мощности в рабочем поселении не выходит за пределы допустимых значений. Иногда высокопроизводительные регуляторы мощности применяются в сетях энергоснабжения рабочих поселений. Я взяла на себя смелость изготовить для вас новое удостоверение капитана. Пожалуйста, постарайтесь его больше не терять. Найс. Это удостоверение подтверждает, что вы Алекс Хоторн не является владельцем капитана Безнадежного. Вы меня понимаете? Да, я понял, спасибо. Желаю удачи с поиском регулятора мощности. Постарайтесь на этот раз остаться в живых. Но... Так. Ладно, пойдемте. Видимо... Так, ну... Может осмотреться все-таки. О, май. Обрез. Ремонт предметов. Так, B2 по 12. Уровень 3. Первый. Если вам нужно отремонтировать и модифицировать снаряжение, так, окей. Верстак. Улучшать, изменять оружие и броню, чтобы вы всегда та-та-та. Понял. Так, допустим. Хочу я улучшить такс. Установить модификацию. Модификации нет. Но... О, разобрать. Лол. Так, ну-ка. Детали оружия 15.
Ну, короче, разберем. Так. А починка чё? Нифига, 7. Так. Допустим, установить модификацию, модификацию, модификацию. Модификация только понятно, да? Ну, окей, окей. Подожди-ка. Работать. А что такое работать? Ага, все, понял, понял, понял. Биты. Ну, давай, наверное. Хотя нет. Чё? Этого-то. Я пока еще как-то, ну, не вижу проблем. Так, чего? Тазбольная клюшка. Теперь вы сможете бить и отбивать точно так же, как и это делает профи. И все благодаря официальной тазбольной клюшке. Так. Угу. Цена продажи, кстати, там есть 6,5,3. Черт. Ну, надо было это, да. За сабли продать, наверное. О, привет, Новис. Здравствуй, Новис. Двигатель корабля нельзя запустить. Ну. Короче, ладно. Регулятор мощности идем искать. Пойдемте. Не будем тут долго находиться. Опа, здравствуйте. Эрнест. Мэнгуэй. Да прибудет свой закон, я Арни из отдела кадров просто космос. Меня сюда прислали проверить, как дела у охранников. Голос как-то несоответственно. Как я понимаю, и, пожалуйста, поправь меня, если я ошибаюсь. Все они мертвы. А скажешь, что здесь произошло? Охранники взяли и случайно перестреляли самих себя. Взяли случайно перестреляли? Просто невероятно. Уже второй случай за месяц. Ладно, займусь уборкой. Нельзя, чтобы собственность компании вот так истекала кровью в грязи. Отличная мысль, заодно еще корабль, по-моему. Это официальный космический корабль «Просто космос», размещен на официальной посадочной станции «Просто космоса». Я похожа на автоматического уборщика? Ответ на эти вопросы? Нет. Блин. Советую в самое ближайшее время носить Edgewater. Думаю, у констебля найдется работа для человека с такой, ну, скажем так, склонностью к агрессии. А, точно. Еще обязательно зайди к нашему поставщику, попробуешь кетунец, простые товары, просто космос. Ну, уже иду. О, далеко. Да. Пойдемте. Ну, я подумал насчет того, чтобы убить его опять же, но... Найс. Так, на уровне слова. Ага. Вы должны пить каждые несколько часов, чтобы избежать обезвоживания, употребляя безалкогольные напитки. Вы утолите жажду и предотвратите обезвоживание. Симпатяга был. Да. Я взвешивал себя в голове, типа, ну, те моменты, как бы, ну, убить его или нет. Потом подумал, ну, он пришел убирать трупы, которые я тут оставил после себя, и, ну, как бы, он приносит пользу, я подумал, так что пускай убирается. Не буду его убивать. Круто. Так, давайте. Мы играем на супер хардовом сложности, кстати, типа сверхновая называется еще. Так что... Пиво. Воду выпить. Вода без... Или сказать без... Ну ладно, пока нормально. Я думаю... Так, там что-то еще есть.
Так, давайте туда пойдем. Что-то рядом совершенно. О. Если что, мы отыгрываем злодеем. Я избавился от 3 охранников. Старое место крушения. Что тут еще один корабль разбивался раньше? Катер с битами. Мародер, разбойник. Любопытно. Ну и... Ой, блядь! Что это за хуйня? Пиздец, застрял. Тихо, тихо. Ага. Эй, какого... Вау. Вот это засада. Да, и камнем в лицо. Я вообще даже как-то неожиданно испугался. Так, ладно, погнали. Да, бери. Так, тут что? Ничего. Там что? Ничего. Так, верстак. Пистолет. Давай-ка я, пожалуй, тебе улучшу пистолет. Все-таки улучшу. Давай-ка я тебе еще все-таки починю пистолет. Ой, починим, давайте. Пойдем. Ох уж эти сейчас ублюдки меня попляшут. Сука, я чуть не застрелил. Ну ладно. Из отдела кадров. Его из города прислали, так что его не стоит убивать. Слишком много вопросов. Ну типа... Ну типа они прислали охранников, которых я убил, потом они прислали чувака с отдела кадров. И если бы я его еще убил, ну тут уже, ну... Просто конченый бы только бы поверил мне, что с ними случилась какая-то какой-то несчастный случай. Типа, если бы я сказал опять же такую же хрень, как вот ему сейчас не говорю, что они друг друга просто перестреляли. Меня просто, не знаю, уничтожили бы, наверное. Мне не помешало бы их снаряжение, нельзя вот так разобраться с хорошей броней. А вот это не выйдет, это броня, собственно, просто космос. Да и тела тоже, что живые, что мертвые, политика компании. Сейчас. Так, ну, короче, такая вот ситуация. Нас с какого-то корабля спас старый Джокер, который похож на Рика. Но вот прям если бы Джокер и Рик Санчес из шоу Рик и Морти типа трахнули друг друга, и у них родился бы старик, то это был бы он. И он спас нас, короче, и выпустил на каком-то шаттле вот в эту планету, сказал, что мы ему должны помочь и добыть еще какую-то жижу ему. И нас на этой планете живет, ну, точнее, ждет какой-то контрабандист с маячком. Ну и вот, прилетаем мы на эту планету, и мы падаем именно на маячок, и то есть контрабандист стоял с маячком в руке, мы падаем прямо на него и убиваем этого контрабандиста. Его зовут Алекс Хоторн, и это его корабль. Мы зашли в этот корабль и представились искусственному интеллекту, что мы являемся Алексом Хоторном. И все. Черт побери. Ладно. Пойдемте. Ну и теперь искусственный интеллект нам говорит, регулятор мощности найди, тогда мы полетим отсюда. А я говорю, без проблем.
Да, он был довольно умным, да. Черт, дерьма поешьте, уроды. Боль. Стоп. Э, Так я нажимал на F5, она, сука, не работает, что ли? Ладно. Дубль 2. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench. Дубль 3 вообще-то. А, чё, да. Я думал, ты не заметишь. Ты не заметишь, я думал, а ты заметил. Был бы ты в игре, я бы тебя убил, чтобы об этом еще никто не... Ну, никто об этом не прознал. Но, увы, Новис, ты являешься зрителем на моего канала, так что тебе повезло. Так. Тебе все равно, что они погибли? Чё, кто погиб? А, точно. Ну, лишние руки всегда пригодятся, особенно сейчас, когда эджвотерцы то и дело кидывают копыта, что твои шишкачи. Короче. А, блин, стоп. Я сохраниться не могу? Лол, мы пока сохраняться не можем. В этом проблема. Если что, Новис, я пошутил. Я бы тебя никогда не убил. Никогда. Ладно, примем выгодную позицию. По типу этого. Ну, надеюсь, по нам попадать не смогут. Нет. Лучше сюда даже. Первобытный охотник. Так, минус. Фига, я их искромсал просто. Так, ладно, нормально. Первобытные пустошители. Шкура первобытного. Так. Не могу сохраняться, игра. Черт, это... Только не говорите мне, что это... Прикол. Сверхновой. Самый высокий уровень сложности, ролевой режим для опытных игроков. Режим сверхновой можно выбрать только в начале игры. Понизив уровень сложности, вы не сможете включить режим сверхновой. Пока-ка. Я не могу сохраняться. О, подожди, это только по автосохранениям, что ли, я буду сейчас от автосохранения к автосохранению? Я правильно понял? Сейвы будут? А, ну хорошо. Это я немного охренел сейчас. Ну ладно, думаю. Он тут же один, да? А нет, вот он еще один. Так. А, вот он лежит, блин. Я туда смотрю. Наверное. Черт. Ладно. Ну и срань, а не оружие. Ну и срань. Я придумал, как сохраняться. Не, ну типа дробовик, да? Ну, логично, что это дерьмо должно жестко уничтожать, но... На деле оказался он просто дерьмом. Так, разборка этого дерьма. Только... Так. Ой, извините.
В упор подошел прям, ну, куда уж ближе я подумал. Спасибо. Куда уж ближе я подумал, поэтому не стал. Ау. Бэтем? А что? А? Кусать-то. Буду. I'll be with you. А, ёпаш мать, поймал меня. Так. А, там не коин, а, блин, надо поменять немного. Аккаунт напиши. Аккаунт. Не коин, а аккаунт. Аккаунт. Это старая команда коин. Надо поменять. Форсен Скутс. Так, минус один придурок. Пипец. Так. О, мозг. Симпатяга. Прям помесь, не знаю, гориллы и какой-то другой срани. Это если бы носорог трахнул гориллу и... Ну, вы поняли. И родилось бы это. Но я думаю, в том же ключе и думали разработчики игры. Ну, типа, что будет, если скрестить всякие разные виды и там, типа, ну, получится какая-то, ну, существа для нашей игры. Ебать. Я вас понял. О, мать твою, срань, урод. Пожалуйста. 29. Ну, нормально. Ну да, короче, я понял. Я их убью. Блин. Короче, после разговора с ним надо будет зайти в самолет, чтобы он меня не доставал. Then who died? Я их убью 100%. Я сдаваться не намерен. В следующей жизни. Ну да. В следующей жизни уже наступила к 100. И я иду. А, подожди, стой. А, у меня 2 бита только. Чёрт. Показалось. Мне показалось, что у меня там 100 битов. И мне останется 2 бита, типа. Короче, неправильно посмотрел. Короче. Скриньте, как я разваливаю этих горилл. Так. Ух. Вот это было хорошо. Вот это даже... Он... Как будто он в сознании своем все еще бежит ко мне. Он как будто все еще бежит до меня. Знаете, я ему такую неожиданную смерть подарил. Я думаю, он счастлив. Он навечно в охоте за мной. Он вечно охотится за мной.
Так, типа верстак используем. Назад. Сохранение. Сохранение. Пожалуйста. Что по... Так, Goodbye. скоро вернусь. Сохранение, думаю, пропнулось. О, сохранить можно. Так, то есть здесь я, сука, сохраняться могу. На улице нет. О, ну это походу Да, это прикол, короче, сложности походу. В сложности сверхновая я тупо не могу сохраняться там, где я хочу. То есть, если я сосну, то сосну и буду проходить оттуда, где я сохранился в безопасном месте, типа. Блин, ну это жестко. И интересно с другой стороны. Пошел ты. Жажда убийства меня только волнует. Они же в страхе охуели, убежали. Сейчас облутаю. Фух, всех облутаем. Так, ко мне, ко мне. What the fuck is this? Ебать. Ну, отлично. Так. Он даже выглядит неплохо, типа. ТЛ там написано еще на боку. На корпусе. Черт, у меня патрон кончается, кстати. Офигеть. О, нет. Я не хочу сражаться в ближнем бою. Ну, это просто кошмар. О, еще одна, нифига. Подождите, это что? 38 битцов они стоят. Сука, надо сохранить. Они, ну, это много, походу. Если улучшение пистолета стоит 50 битцов. Я считаю, это много. Легкий боеприпас. Маловато. Револьвер. Бля. Только не говорите мне, что я... Так, нет. Урон. Ну, походу, я зря улучшил свой, сука, пистолет. У этого оружия 30... сколько? 6 урона. О, еще одна штурмовая винтовка. Кайф. Вот это кайфовый лут я нашел. Самодельный легкий скафандр. Так. О, неплохо. Вот я клево одет. Теперь более-менее. О, неплохо. Не, ну все, считайте, мы в беде не останемся. Охуеть. Не, вообще кайф, все. Топ-лагерь, короче, облутал. Шприцы, да? Шприцы. Так. Как-то я... Набор дипломата. Как-то я хреново лутаюсь. Надо методично прям, так, знаешь, от края до края типа, пройтись нормально. А то я как-то... неправильно прошелся. Ненароком что-то пропустить можно. Так, хорошо. Тропа у них тут какая-то. Сушится. Так, ну тут я все облутал с этой стороны. А тут что? Вот его лутал. Тут смотрел. Ну, вроде бы все окей. Все, пойдемте отсюда. Корабли сохранюсь. Ничего, поем еще. И продолжим.
Надо обязательно еще на паузу нажать это. Тут же жажда и голод. Все вот это вот дерьмо. Новис, тогда вот сможешь сходить за чайком. Бутики там подготовить. Мы в Эджвотер направимся потом. Сейчас мы тут сохранимся. Сохранились. Так, пистолет. Да, у меня торт есть. Ядрить, ты крут. Жесть, ты крут, я бы сказал. Так. Ладно. Вот так вот оставлю. Так, я на месте. Так. Так. Поел макарошек. Выпил АЦЦ. Можно. Все. Идти вперед. Так. Тут столько всего можно исследовать. Вон там какой-то хер еще есть. Первобытный охотник, опять же. Блин. Это что за... Ядрить.
Ну давай, мудак, попробуй попади. Так. Пример тут нахуй. Только не по моему кораблю, мудила. На. 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 Ух. Ну вот только с виду стрёмные. Блин. Один такой стоит, стреляет, а там еще два таких уебана. Бом-бом выходят. У меня даже ничего не было. Да. Ну это животное типа. Блин, тут какой-то приунывший этот челик. Житель. Энергетическая ячейка. А как же 50 монет? В смысле, у него не было 50 монет? Что? Не было. Так, лопата. Житель. Лопата. Ого. Так, ну... Что они тут копали? Свою могилу? Уже... Ну, в РПГ постоянно всякая срань животных монет, например. Ну, да, но тут, по-моему, такого дерьма нет. Это типа режим реализма, более-менее сверхнового типа. Не знаю. Походу нет ничего. Странные какие-то эти. В ММО из краба вообще броню достать. Ну, это да, но это ж ММО. Это уже типа совсем другая тема. Да там с них и пистолеты, и кинжал выпадут. При всем желании, может быть. Так, ну, я тут по-любому лутану. Потом в тот лагерь пойду. О, так, это дерьмо я люблю. Так. О, тихо. Тихо. Ну попади, лол. Так, еще один мудак. Там третий мудак. Так, ремонт предметов. А я могу починить, лол. Могу в полевых условиях починить. Ну, типа такое. Так. А я могу как-то режим стрельбы поменять на одиночный типы? Прицел быстрый. Какая лиса? Нет, походу. Так, еще ингалятор мне. Так, тяжелый боеприпас. Триплинок какой-то взял. Угу. Так, раз. Ручная псида. Ну, я пока двоих вижу. Двух разбойников и псину. То есть их трое в общем. Псида, да. Да. Так. Короче. Сейчас модно говорить же тактика галактика, да? Да. Сейчас мне будет тактика галактика. Модно, стильно, молодежно. Так. Ничего себе. Я, оказывается... Блин, я понял. Это улучшение, оказывается, какие-то модификации. Так, псида. Задира. Облутал и ушел. Тихо.
Бля, иди нахуй, мужик. Ты меня чуть не убил сейчас. Ай-яй-яй, только не убивай. Что-то их 5 вроде, да, все пошло немного не по плану. Псида. У псиды что-то отлетело. Я не знаю, что оно. Один чел вообще съебался. Но я бы тоже съебался. Типа ни хрена себе. А, вон он. А, это ручная псида. Ну, блин, да, тут еще одна псида. Псевдояблочный сок. Ну, после такого боя можно и выпить, я думаю. Псевдояблочного сока. Так. Ага. Собака решила вернуться домой. На. Куда? Блин. Ладно. Вот это будет рафляна, если она вдруг вернется и заставит меня врасплох. Прямо в самый такой не лучший момент. Как говорится, со спущенными штанами заставит меня. Блять. Почти так и случилось. Фига он тихий. Обалдеть, я аж испугался немного. Собака. Так и произошло, да. Блин. Какие же они офигенные эти мародеры. Столько всего. Обходной шунт. Инструмент для взлома компьютера. Сложный пароль. Прямая угроза безопасности. Их не просто запомнить, но они зачастую записаны всех на виду. Служб безопасности рекомендуют использовать только простые пароли. Например, ну понял. Ну, круто, круто. Хорошие вещи достаем. О, еба. Ну это все. Ну это уже все. Это вот все просто, ребят. Я нашел имба пушку походу. Ну, типа, по крайней мере, для данной стадии игры. Возможно, это имба и оружие для данной стадии. Тупо снайперка просто. Так. Блин. Прям таки хочется вернуться обратно на корабль и сохраниться. Я, пожалуй, так и сделаю. Столько дерьма потерять из-за какого-нибудь, не знаю, из-за какой-нибудь засады крафляной и жесткой. Не хотелось бы. Я думаю, так и произойдет 100%. Типа, какие-то рафляные мародеры на меня нападут и убьют нахуй. А я такой, бля, скажу и сдохну. Вот это бы, вот, не хотелось бы. Блин, ну, кемперка. Тупо сохранился, так хорошо. А, да, я забыл. Гироприцел. Так что? Навыки общения, модификация. Модификация брони. Это что? Так. Немного не то, что я хотел сделать. А как мне... О! Короче, тут управление надо жестко менять. Так.
Быстрый ближний бой. Тактический движение. Экран. Колесо оружия. Показать снаряжение. Тактическое замедление, ингалятор. Так. Вот это я на F лучше перейду. Так, атака. Я выпил сок. Блин, странно. Никак не анимировано. Хреново. Угу. Прицел в яблочко. Дальность поражения резко снижается на рассеивание зато. Ну, хз. Починить. Блин, он быстро ломается. Так, короче, разбираем это дерьмо. И это дерьмо. И чиним наш револьвер. Потом улучшаем кемперку. Пистолет лучше не получится. Ну, только у меня тут еще лопата 3 детали дает. То есть лопата, либо разбор сабли. Это одно и то же. Смешно. Так. Ничего. Ну, хотя попробовать пострелять из этого оружия. Так. Охренеть, урон. Просто космос. Просто космос, действительно. Винтовка просто космос. Так. Так, может отсюда. Короче, возвышенности будем искать. Ну тут, ага. Че, 3 придурка всего было тут? Да. На всякий случай револьвер наголов. Так, картридж с битами. 4 штуки. Спасибо большое. Неплохой навар. Так. Собираюсь крыс поесть, ребята. Но, увы, появился я. Увы, ребята. Поесть не получится. Так, что тут у нас дальше? Я не понимаю.
Get back. Не получается. Да никак. Тут, короче, крюк застрял в машине. В игрушечной машине. Автотягач называется. Так. Крюк на веревочке. Да, подожди. Ну, вроде бы что-то получается. Оу! Оказывается, с третьего лица показывает. Просто надо было стоять неподвижно. Да. Кое-что узнали случайно, да? Просто я тут своими делами занят. О, все. Да, но пока выглядит не так уж и красиво мой персонаж. По шлему, вот все вот это вот дерьмо. Но чуть потом. Дайте мне время, как говорится. Смотрите, я, блин, так и знал, будет засада, блин, рафляная какая-то. Твою. Вот тупо я как будто бы знал. Я вот, если честно, вот реально не знал, вообще не был в курсе. Прикиньте, я бы не сохранился и пошел бы дальше. Я просто бы охуел бы там на месте. Ай, тихо. Ладно. Попробуем как-то. Блин, чуть-чуть меня испалил собака. Вандал. Ну, сколько их? Их всего трое же, да? А, он меня найдет? Я ж типа... блядь. Давай, гнида. На. Восстановленный костюм шахтера. Так. Броня 4. Навык незаметности. Навык технологии. Оу, они тут еще челиков убили. Жители. Угу. Ну понятно. Да, забавно. Так. Ага. Не туда. Ну, это, видимо, кочмирное поселение. Так. Вижу каких-то злых ублюдков. Так. О,
Дерьмо. Сука, вот он был близко, чтобы забрать меня. Нормальный скример был, конечно. Капец, он тупо портуется рядом со мной, это жесть какая-то. Так, давай-ка немного оружия прокачаем. Типа до 40, что ли. Критический урон для настольно 50%. Ну, нормальная тема, хорошо. Так. Допустим, наука, затрат на работу с верстаком. О, ничего себе. Вот так вот тогда это делаем. Тупо применить. Точные попадания при ТВЗ. Вы открыли эффекты точного попадания в тактическом замедлении. Если вы бить врагов в разные части тела, вы будете их калечить, травмировать. Попробуй точное попадание в разные места, чтобы... Ну, это типа ВАЦ, но улучшенный какой-то. Какой-то другой ВАЦ, так сказать. Кодекс. Жажда. Так, ладно. Чего вы там охраняли? Что вы там такого? Вот снес первого, потом второго. Тут клюв птероската. Острый клюв птероската. Если переломить клюв птероската, затем сварить эту муку в воде. Походу какой-то квестовый предмет. Если тут прямо заранее взять какие-то квестовые предметы и потом подойти к чельку и типа дать их, надеюсь, они, нормально отдаются. Квест таким образом. Я понял. Блин, я могу... Жесть. Много всяких вещей делаем. Что угодно делаем, но не основной сюжет. Да. Мое типичное прохождение подобных игр, если что. И что тут у нас? Лишение сна. Вы устали, должны отдохнуть на уровне изнурения. Без сна усталость будет силы снижать. Интеллект, силы, после чего наступит смерть. Ну, охуенно. Так. Мародер какой-то приуныл тут. Ага. То есть они добывают энергию от вулкана каким-то образом. Интересная технология, так сказать. Эй, тихо. Тихо. Не. Пизду, пошли, короче, в город. Я не хочу сдохнуть. Не. С огнем играешь, да. Так, подожди, а я этот бой вытяну, надеюсь. Я вроде как далеко. Я даже... Так, стоп, эта скала похожа на какое-то строение. Нет. Да, странный тут этот, кстати. Типа камни вокруг. Ладно, я попробую так. Первобытно пустошить. Где его лицо вообще? Пиздец их дохуя. Не. Офигеть. Стрельнула, там еще тупо шестеро поднимается из ниоткуда. Нахуй. О. Там не знаю. Просто появился. Так. Может быть...
А тут можно как-то убрать оружие? Я вот хочу просто убрать оружие. Блин, ну это тупо, если что. Что оружие нельзя спрятать. Ау! А? Ладно. Running around. Если бегать в мародерских шмотках, у людей может сложиться тебе неверное представление. Вы слишком самоуверенны, может, я ездил мародеру. Почему это? It's in Это Port бестактно. Одеваться как мародер значит проявлять неуважение к работникам, которых они съели. I got eaten by 'em. Ain't safe. Тут небезопасно, отправляйся лучше в город. Полюбуйся на высокие стены и низкие цены Эджвотера. Low prices. Я не слышал ваше имя, я Нолан. Приятно познакомиться, я Алекс Хоторн, капитан безнадежного. Да? Pleased to make your Приятно познакомиться. Я бы пожал тебе руку, но я только что таскал трупы. Не хочу, чтобы ты заразился. name's Silas. Меня зовут Сайлас, младший гробовщик города Эджвотер. Мы все We're all part of часть семьи просто космоса. Младший гробовщик. Красивое название для могильщика. Hey, I Послушайте, а я это красивое название заслужил. Я начинал как младший инструкtor могил. Потом меня повысили до младшего погребального инженера. В свое время я был еще младшим ассистентом-захоронителем. Как-то старовато вы для младшего сотрудника. rate I've been working. С моими темпами работы мне обязаны дать повышение. Еще 50, может 60 захоронений, и я помощник старшего гробовщика. Ну, хоть что-то, помощник старшего гробовщика. Не младший помощник старшего гробовщика хотя бы. Так, ну... Ладно, пока. Эджвотер. Походу, большой город так-то. Неплохой такой. Посмак. Так. Сохраняшка. Блин, не могу до сих пор, да ну. Так, найден шотер, да. Сейчас. У меня паранойя играет, я прям боюсь что-либо делать. Вдруг нападут, а его убьют. Я такой беззащитный. Типа. Ну, если меня убьют, я начну с корабля. Это вот вообще неохота. Вообще ни с кем не буду разговаривать, просто пойду. Не копата. Ага. Так. Таблетки с осушенной водой, да. Вы уже пробовали лучше, теперь попробуйте остальное. Просто космос. Эджвотерский консервный завод. Собственно, просто космос. Доступ терминал записи. Так. Рид. Хрень. Ничего интересного совершенно. Так. Черт, выглядит как склад. Так, вижу с рабочих. Так, тихо. Меня никто не видит? Не видит.
Такс. Угу. Паркурчик, да. Небольшой паркурчик. Я занес. Так. Я просто незаметный паркурчик. Мистер паркурист. Незаметный мистер паркурист. Автомат, он чё? Найден что-то автомат какой-то. Сохранить до сих пор не могу. Так. Это что это у нас тут? Так. Нормально. Они кого-то спецом все это вот тут разложили, чтобы я поворовал. Негодяи. Искушают. Так. Что это? Ничего. Ожерелье. Берем. А, мать твою, чувак, не стоит. Не, прекращай. Давай не будешь. Давай не будешь. Фак. Блять, я сохраниться не могу уже, лол, вы чё, твари? Блять. Пацаны, ну, давайте как-то разрулим этот момент. Бля. Это вообще нехорошо. Сука. Репутация ухудшена, просто космос. Ну, блин, а чё хотели? Я просто тунца взял, или типа того. Ну, я, правда, что-то, ну... Немного побольше, конечно, вещей взял. Пришел к мэру, называется. Блять. Теперь мэра придется убить, наверное. Просто потому, что я... херню сделал. Так, технологии. Короче, сабли продаю. А, подожди. Продать. Маску продать. Продать. Тут, кстати, много автоматов было прикольно. Угу. Так. Телескопический посох. Культовый телескопический посох. Просто... Не знаю. Может, нормальная тема. Но что-то я в нем пока ничего хорошего не видел. Обрез дерьмо. Сразу продам. Гибернационный костюм. Да. Продам. Так, пистолет. Шлем продам. Кафест, шахтер. Продам. Легкая штурмовая винтовка, просто космос. Нет. Угу. Так, продать хлам. Где хлам? А, вот он. Хвост псиды. Ну, ожерелье дорогое, кстати. Кольцо с камнем. О, ну, да ты... А, да смотри, шкура первобытная-то какой дорогой, ёбаный. Чего? 25. Или мне показалось, что оно было дорогое.
походу, показалось. Ладно. Буду лучше думать, что мне показалось. Чтоб не разочароваться. Тип брони большой, уклонение +5. Заводская модифицированная пластина, гаджеты, набор навыков, функция. Ну, знаете что? С учетом того, что творится вокруг меня сейчас, мне лучше броню походящую взять. Ну, правда. Мне сейчас лучше обезопасить свою жопу. Так. Так, ну... Вроде бы... Ну, все наладилось, да? Или что? Надеюсь, я смогу как-то загладить свою вину. Но с одной стороны, я все равно играю за... злодея. Да, блядь, мужик, в твою мать, ну серьезно, ты серьезно, блядь? А, это еще какой-то, блин... What do you think you're doing? Да я как раз ухожу. Just keep your fingers to your own self. О, пронесло. Блин, нет, все, хватит. Много тунца украл я и так. Так. Короче. Надеюсь, мэр меня примет. Мисс Холкоп, может вы можете как-то сократить количество гаражного... Извините, мистер Топсон. Вы спросили, почему ремонт еще не закончен? Это технический вопрос. Можете не извиняться, просто формулируйте проще. Банки взрываются, потому что печь настраивали для готовки кетунца. А у нас другое сырье. Мистер Топсон, кажется, к вам пришли. Не отвлекайтесь, мисс Холкоп, мы еще не закончили. Давайте начнем сначала все по порядку. Я хочу знать, в чем проблема. Ай, ладно, короче. Кажется, у нас гости. Честное слово, Парвати, в следующий раз не молчите, я прошу прощения. Меня не предупредили о вашем визите, в противном случае я бы лично встретил вас у ворот. Вы, наверное, местный начальник. Я Рид Топсон, администратор комплекса. Не могу не отметить, что на вас нет униформы. Униформы нет на мне? Думаю, у вас сложилось обо мне неверное представление. Да, я это уже понял. Боюсь, я позволил радости взять верх над разумом. У нас уже давно не было посетителей. Мне нужно отремонтировать корабль, а еще и регулятор мощности. Единственный наш регулятор висит в городском трансформаторе. Сомневаюсь, что мистер Топсон благосклонно примет предложение его снять. Прошу прощения, я понимаю, какие у вас могут быть сомнения. Я не могу отдать вам наш регулятор мощности, но я знаю, где взять другой. Я знаю, как вы можете забрать его и не поджариться в процессе. Дайте угадаю, вы хотите, чтобы я сперва что-то для вас сделал? Мое предложение выгодно нам обоим. Пожалуйста, выслушайте меня. В старой ботанической лаборатории есть регулятор мощности, она почти заброшена, так что электричество расходуется впустую. Отправляясь на геотермальную электростанцию, перенаправьте энергию из ботанической лаборатории к нам. Когда вы их обесточите, можете забрать их регулятор и идти своей дорогой. Почти заброшенный ТК. Я не знаю, как лучше вам об этом сказать. Формально ботанические лаборатории пустуют, но на деле там живут люди. Вы имеете в виду мародеров? Мародеры не люди.
Сомневаюсь, что эти люди обрадуются, если я лишу их электричества. No. Да, полагаю, они будут недовольны. Но родители наказывать непослушного ребенка ради его же блага. Люди, которые живут в ботанической лаборатории, дезертиры, бывшие работники. Нужно, чтобы они вернулись к своим обязанностям. Нужно, чтобы они вернулись домой. Если вы хотите, чтобы я разобрался с дезертиром, ищите, я беру плату по головам. Закон первый нет, не нужно никого убивать. И уж тем более. И я рассчитываю, чтобы, лишив дезертиров электричества, вы сможете убедить их вернуться в город, прежде чем вы отправитесь на электростанцию. Попрошу вас заглянуть в ботаническую лабораторию. Поговорите с их лидером Аделаидой. Скажите ей, что электричество скоро исчезнет, и что ее банде дезертиров пора вернуться домой. В город. Как я узнаю Аделаиду? Старше остальных дезертиров. Она благодарна, доброжелательна. Понял. А если Аделаида не захочет возвращаться? Я стараюсь не думать о таком варианте развития событий, Аделаида нужна нам. Тем не менее, меня устроит возвращение ее сторонников. Мы все одна семья. Семья просто космоса. Если мы расколемся, то погибнем поодиночке. Аделаида это поймет. Я ничего не могу обещать. Разумеется, я вас прекрасно понимаю. Позвольте, я дам вам код доступа к геотермальной электростанции в знак благодарности за то, что вы так вежливо слушаете мою болтовню. Вы отправляетесь в Эмералд Вейл? Это, знаете, места, я хочу сказать, если вам нужен проводник. Я хочу сказать, если вы не возражаете, мистер Топсон, сэр. Порвать. Мы бы не хотели расставаться с мисс Холкоп, но я не могу отрицать, что ее таланты могут вам пригодиться. Да, мне не нужна помощь порвать. Уверен, полагаю, мисс Холкоп может положиться, она прекрасно ориентируется в Эмералд Вейл. Блин, ну... Мне, я думаю, неплохо. Ну, конечно, я хочу сказать, я понимаю, что у вас свои дела и все такое, так что вы... Простите, я буду у себя в мастерской. Займусь ремонтом, как всегда. Да. Когда мисс Холкоп закончим, найдите ее в мастерской. Я хочу, чтобы вы знали, я благодарен вам за помощь, пусть даже мы с вами не знакомы. Желаю удачи. До свидания. Самое забавное то, что я херни успел сделать всякое разное. Ну ладно. Так. Меня, надеюсь, сохранили. Дерьмо, нет, еще не сохранился. Блин, мне бы тут магазинчик. Так, давайте пойдем пропустим стаканчик, я думаю. Тут же есть. Так, а это что? А, верстак. Просто берешь, используешь верстак. Нормальная тема. Так, давай-ка разберем тупую саблю. Ого, броня-то какая жесткая. Так, ну-ка. Навыки общения, навыки лидерства. Так, установим модификацию.
Хорошо. Так, что там насчет оружия? Хорошо. Так, оружие улучшили. Так, чей это домик? Тут можно что-нибудь четкое украсть? Ладно. Не знаю, что это за мастерская? А, это, наверное, мастерская порвать и все-таки. Да. Констебль. Так, это у нас... Оу. Разыскивается Берти Коттон. По распоряжению о казни, выданному отделом выхода на пенсию просто космоса, разыскивается Берт Коттон, бывший викарий Джотерского прихода. Убийство. Блин, ну это прям мои преступления. На самом деле. Так, а это кто? Гийом Жиль Антрим. Гийом Жиль. Че, француз, что ли? Ну... Так, всего 3 челиков. Мейбл Док Бёрджес, Берти и Жиль. Жиль, Берти и Док. Угу. Так, где они могут находиться? А, ладно, неважно. Так. Да. Зайдем. Так, ребята. I don't know you. Алекс Хортон. Капитан безнадежно. Uh-huh. Говоришь. The unreliable, you say? Не помню транспорт корабля с таким названием. Company supply ship with that particular name. I don't know what you're Не знаю, about. что тебе здесь нужно, но ты находишься в питейном заведении просто космоса. Всем порядочные, We're all трудолюбивые loyal, люди. hardworking company folk here. Проницательность. Здесь происходит что-то нехорошее. Неужели мне, по мне так видно? Ну да, в последнее время не все так гладко. We've been having some problems Вопросы lately. верности и личного предела. Я знаю, что об этом думают жители Эджвотера, а ты? I Я know вообще that не was an знаю. Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have Если хочешь fun, выпить, пожалуйста, не пей на let's территории think нашего about заведения. Еще не хватало, чтобы наши напитки ушли дезертиром. Can't have you taking drinks over to those deserters. Это как? Да, это что, на разлив? Рид что-то говорил про мародеров. Все они просто предатели. Видите ли, им надоело работать, так что они отправились на волю жить свободной жизнью. Мы и так план с трудом выполняем, а тут еще и слабоумно решили бросить работу. Амелия, кем меня зовут? Нормально, кстати, лица сделаны. Ленивые, бесполезные пиявки. Ладно, хватит уже про них. Чем могу помочь? Так. Давай выпить. Так, торговли. Та-та-па-па-па-па-па. Таблетки сушеные. Так, плюс 5% оплата. Так. Что ты? А ей подороже можно продать, кстати, вещи-то. Так, эту тупую броню ей продам. Эту хрень продам. Весь хлам продам. А починка... О, не иди нахер. Починка капец дорого стоит. Так. Я же могу, да, просто пройти сюда?
Тазбольная карточка Тайсон Кристенсен. Коллекционная тазбольная карточка. Найс. Кайф, просто зашел сюда и все что угодно делаю. Никого. Найс. Награда за корпоративную службу. Награда среднего размера, какие обычно выдают на ежегодных торжественных банкетах по всей галактике. Интересно, за что дали эту награду? За письменный отказ от отпуска, за сотни литров выпитого кофе, за минимальное число перекуров во время работы. Кто знает. Забавно. Тупо возьму. Потому что просто жуй. Картридж с питами. О, жесть, она серит, конечно. Это как вообще? Я вот знаете, как себе представляю эту картину? Она просто садится, раздвигает вот так вот ноги и жестко вверх задирает, не знаю, очко свое и двигает вот так вот жопы своей. Ужас. Отлично. Тайничок нашел еще заодно. Так, ну... Блин, голод. Emerald Vale. Магазин. Простые товары, просто космос. Сразу говорю, элитный катунец закончился. Салс только для гурманов. Ладно, торговать. Бальзам на уши. Так, ручной пулемет. Да, ну оружие у них, конечно, дерьмо. Модификация оружия дальнего боя. Ствол увеличивает наносимый критический урон. Ствол весельчак. С помощью этого особого ствола можно значительно повысить точность и увеличить урон критического попадания. Цена продажи. Купить. Ёпта, ну и цена. Ладно. Я тут прогуляюсь, надеюсь. Ты мне разрешишь немного тут побродить немного. Понял. О, барбершоп. Ты что, можно прическу нахерачить? Побежал я по делам. Давай. Спасибо, что сидел со мной. Так, заходи еще. Пожалуйста, ничего не трогай. Я бы наверняка на руках миллиарды микробов. У тебя наверняка так. Какой, а? О, я с удовольствием покажу вам свои руки. О, не, спасибо, не нужно поверить. Я достаточно насмотрелся на чужие тела. Меня зовут Конрад. Тебе следует навещать меня, как только твои волосы перестанут соответствовать эстетическим стандартам просто космоса. Кроме того, мы встретимся в случае твоей смерти. Я вымою твои останки и подготовлю их к следующей процедуре. К чему подготовите мои останки? Погребение. В случае твоей гибели. Такая у нас парикмахеров работа. Мы делаем людей красивыми. Так, ну...
Ладно. Распространение болезни какой-то. Ладно, пойдем в этот самый сад. Ого. Ты в ЕГС играешь? Привет, Готсин Домс. Что за ЕГС? ЕГС. Epic Games. А, в ЕГС. Да, в Epic Games Store. Но он также и в этом Стиме же была вроде как. Так. Ой, далековато, так как... А, черт, ее нет в Стиме 2020. Печаль. Не. Ну да, вообще все твердят о том, что она эксклюзивно в Epic Game вышла. Так что такое. Так. Ребята, я побежал до корабля своего. Сохранюсь. Блин, других способов сохранения пока я не придумал. Это единственный способ пока что. Так. А, точно, там еще. Ой-ой-ой! Блин. Черт, у меня адрена заканчивается. Адреналинчики кончаются. Так, сохранился. Побежали дальше. Так, значит, нам туда, да? Так, старое место крушения. Лагерь мародеров. Ого. Блин, так-то через город можно было туда добраться, но... Почему-то мне весь путь указывала... Так, что-то... Коробка такая странная, ладно. Возьмем. Было похоже, как будто бы засада, но... Я-то знаю то, что я тут всех убил, так что, ну, типа... Не может быть здесь засада, тут все мертвые. Просто все мертвые. Так... Игра, кстати, прикольная, Gods and Doms. Что-то все вот прям стрельбу здесь говном называют полнейшим. Но по мне так... ну нормально. Ну не полное говно, это уж точно. И... О, ёпта. Ну и, в принципе, игра сама по себе интересна. Так, дикарь. Да перезарядись, лол. Вот. Чё, я его расщепил? Чё? Что это было? Ну. Он вдруг... Ха! Расщепил. Ничего себе. Ладно. Вроде это оружие не энергетическое, но... Черт побери. Я это сделал. Так. Кстати, они тут чё? Чё это они тут сидели? Возле трупа, может быть, тусовались?
Или... Нет, просто тусовались. Так, автоматончик, 2 турели. Угу. Бочечка. Так, окей. О! Это что? Ручная псида. Так, а тут у нас, походу, мародеры, да? Так, давай. Блять, это что за хуйня? Нифига себе. Вот это вот сейчас замедление меня жестко выручило. Нихуя себе, это что такое? $808 опыта. Ну и срань. Ну и врагов я стал валить. Интересно, конечно. Посмотри. Тять. Посмотри. Ага. И чё? Больше никого нету? Правда, что ли? Похож на то. Так. Давайте-ка немного типа поедим. Так, пам-пам-пам-пам, соус. Рыбные палочки. Мародера. Так. Музыкальная шкатулка. Интересно. Что это за музыкальная шкатулка? Это что, хлам? А, подожди-ка. Так, это что? Удостоверение. Угу. Пароль электростанции. Окей. Веселый шишкач. Шишкач. Обходной финт. Так, торговец. Продать. Посмотрим, что я могу продать. Оли детокси. Запечатано. Нельзя открыть. Блин. Тут что, все дыры такие?
Это вообще не активный. Интересно. А что это мы не можем? Обходной шунт. Блин, столько всего находим интересного. О, легкие и тяжелые боеприпасы. Нормально. Так. Угу. Да, я подумал на крышу прыгнуть. Ладно. Потом, типа. О, биты. О, неужели? Так. Найс. Еда, еда, еда. А что, он здесь поспать не может? О, круто. Вот где золото все. Все сокровище спрятано. Так, тут еще немного. Ага. Так, да, проверим крышу. Найс. На крыше ничего. Так. Починить бы. Угу. Короче, на починку оружия... Блин, короче, надо навыки качать на починку. С починкой вообще беда. Вот сюда попытаться прорваться. Так, на меня тут с этой стороны ската напали. 4 штуки аж. Так. Вижу, вижу. Ага. Что это у нас тут? Так, геотермальная электростанция. Так, тут походу местные дрончики с псом посходили и типа всех порешали. Я вас понял. Стандартная ситуация с дронами. Вставный привод. Угу. А, я и мог по сюда пройти. Ха. Сколько. Ладно, прикольно. Это прикольно. Мне нравится. Ожерелье. О, как патронов. Так, тут еще один какой-то робот, но походу это типа тяжелый робот. Ауч, 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 ауч.
Ага. О, басы. Кеме не диба. Кеме хабер пни. Мгм. Да понял я, увидел все, господи. Bu mamar belirtevdim men. Да, мен сурбутым этен хурбатан. Да. О, господи. М. Черт, меня этого, блин, мясо не лечит, что ли? Дерьмо. Я в дырме. Надеюсь, тут есть лечилки, иначе я реально в дырме. Сколько же здесь мародеров? Блин, тут столько дырок в заборе, оказывается. Офигеть можно. И столько ящиков с взрывчаткой. Стандартная пехотная броня. Подождите, а стоит ли мне его взламывать вообще? Он, скорее всего, только ворота мне откроет и все. Ага. Да. Открытка, миска. И чё мне с этим? Вот, открытка, миска. Да? Наркоконтейнер. Так, где торговый автомат? Автоматон-строитель. Магничка. Урон дико падает у пистолета. Блять. О, no. Так, понял. Хорошо. Так, пожалуйста. Да. Что?
А у меня сколько деталей? Я не понял. 4? Серьезно? Я же стратил только что. Что он, сука, починил? Или... Я не понял. Так, стоп. Я что-то починил, но не то, что я хотел. Блядь. Так, способности. Так, износ оружия лучше поменьше сделать. Так, хорошо. Блять, так, блин. Вообще пипец, пипец, пипец. Так, нет, уж лучше так. Блин, почему нет энергетического оружия? У меня столько патронов на энергетику. Фак. Блин, я тупо мертвец. Боевой дрон тут еще летает. Шпрыса. Шпрыса. Не крыса, а шпрыса. Так, ну вроде как... Вроде как норм прошел. Не надо. Не пали. Стимульсон? Что за стимульсон? Так, скорость движения. Так, так. Так, не знаю, что это такое. В основном... Так, скорость движения атака в ближнем бою. Скорость движения атака ближнем. Вообще не то, что я хочу. Блин, мне бы здоровье что-нибудь вообще поднять. Бананчики, просто космос.
Ввести пароль. Спейсер Топсон. Личные дела. Так, Танака, начальник опять Честер Хиггинс отличился. Пустозвон, по-моему, да? Так, через несколько дней я пожалел о своем поступке. Опять Честер Хиггинс отличился после сезона. Поймал его за какой-то возни с автоматом. Пришлось написать на него жалобу за порчу корпоративного имущества. Так, какой-то логический модуль есть. Как-то мне не по себе компания меняет охранников на автоматонов таким темпом. Я скоро буду руководить пустым штатом. Останется у меня только небольшая армия железяк, которая будет везде тыкать пушками. Начальство утверждает, что они не опасны, запрограммированы принимать людей за своих. Мои люди... Мол, люди хрупкие создания, а на автоматонов всегда может положиться. Даже не знаю, как-то по мне, не по себе. Случилось самое страшное, автоматоны взбесились, я пока закрылся тут, просто пытаюсь набраться храбрости. Понятно. Да. Я же говорил. Просто роботы взбесились и напали на людей. Тупо классика. Так. На засове. Блять. Черт. О, есть хилка. Слава богу. Надеюсь, оттуда не пойдут сейчас на меня. Ха, нормально. Большая тревога не поднялась. Это радует. Энергетическая ячейка. Мне бы, блин, действительно энергетические оружия какое-нибудь. Серьги. Неплохо, неплохо. Два часовых. У меня нет нихуя. Это, блин, я просто стимулятор захавал только что, походу. Блять. Надо валить отсюда. Мочил устал. Не знаю, как с усталостью бороться. Спать на своем крыле, чтобы избежать изнурения. Ёпта. На корабль идти обратно? Серьезно? Да ну нахер. Блин, чуть не спалил меня.
Да, нешуточно тут борьба была. О, да ну нафиг, я что только что подобрал? Броню элитную. Пиздец. Да. Пятихатка она стоила, блин. Не стоит покупать элитную броню. Но хотя она мне выручала все это время. С одной стороны. А, вот кого они охраняли. Тут, короче, эти первобытные твари стояли. Вот кого-то... Вот оказывается, кого они тут охраняли. Блин, локация жизнь маленькая. Что потом будет интересно, я не знаю. Я еще даже не взлетел тупо. Due to catastrophic Какой? power failure, all doors will remain on security. Be locked down. Так. Alice Капитанская was very каюта. alone, but he always had me. Тройные шашки. Так, филе тут есть. Запечатано. Блин, откройте мне мою каюту, я хочу поспать. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Угу.
The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Требуется регулятор мощности. Want to be a brand new you? Распределитель Try out our профессиональной instant способности. lubrication machine. Ага. Alex installed it Нахер. right before he died. 500. Столько стоила моя броня, кстати. Ах, пистолет не починить. А, Еще я отдохнуть не могу. Че за нахуй? What can I do for you? Good. Так. Что-то я не понял. Так, есть тут отдых, кнопка отдыха, блин. Персонажи. О, блин. Ничего, как отдыхать? И как отдыхать? Каюта запечатана.
Так. Ам, Надеюсь, здесь есть гостиница какая-нибудь? Так. Keep your distance, friend. Sick house is no way. Магазин, буфет. If you're falling sick, И чё, туалет? Да. Шоковая дубинка. Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Go ahead. М, Понятно. Офигенно. Просто класс. Так, это у меня... Есть тут что-нибудь, что восстанавливает? Усталость. Нихуя. Как говорится. Вот дерьмо. О, дерьмо. Я в дерьме, ребят. Просто в дерьме. Как быть? Сверхновая, блин, ситуация, конечно. Тупо не могу отдохнуть, потому что... Ну и где остальные? Что это за срань? Ну что, человека схавал или что? Не так бы выглядела змея, если бы она съела человека, мне кажется. Так, и где эти разбегавшиеся, точнее разбежавшиеся ублюдки? А, вон он. Минус. Где еще? Ну ничего, посидим, постреляем. Правда, усталость берет верх, что плохо.
Так. Это все? Или еще есть? Так. Угу. Фига себе пещера. Хм. Личное убежище. Интересно, чье? Понятно, что это мина. Оу, найс. Тут хотя бы лечение есть. М? Записки Мбакону. Мистер Ой. Картридж с битами. Ну, неплохо. Хорошо. Отличная находка. Я вот сразу не понял. Черт. Да вы оборзели, что ли? Все против меня, блин. Отлично постоял. Так. Ага. Окей. Жесть, он отлетел. Так. Ну, отлично, Адрена. Место аварии. Где тут был вход? Где-то тут был вход в пещерку. Вот он. Вроде ловушек ничего нет. Тазбольная карточка Мэтью. Какие-то коллекционки собираем. Этологические дневники, наблюдения за первобытным. Меня зовут Кейн Ван Акер. Я работаю этологом на Просто Космос. Специализируюсь на фауне Терра-2. Сегодня я наблюдаю за могучими первобытными. Эти крайне умные садные хищники делают долину не слишком безопасным местом. Первобытные устраивают логово рядом с пещерами, потому что используют камни для охоты, бросают их на большое расстояние
Так. Ну ясно. Ассистент. А, это не сам этот ученый, понял. Любитель. Ну, короче, тут какой-то местный, не знаю, как его звали, забыл. Черт. Короче, тот чел, который диалоги с животными там вел. Телепрограмму. Тут, короче, местный такой же чувак есть. Найс, прыжок. Ладно. Сейчас я смогу тут всех развалить. С моим обновленным оружием. Ну как обновленным? Починенным, точнее. Так, где дрон? Вау. Так, данное письмо служит неофициальным уведомлением. Ваша работа, должность управляющая геотермальной электростанции Миральс БЛ. В связи с превышением расходов на... Опять подчинен для увольнения. Также будьте добры. Официальный выговор, уклонение от записи в официальный выговор придет к официальному выговору. Короче, в этих... револьвер. Кайф. Второй револьвер получил. Короче, в этих сообщениях показывают душное начальство. Просто космоса. Найс. Еще один револьвер. Круто. Перераспределить мощность. А вот и приходит сила. Система вот это. Магический снаряд. Чего? Так. Модификации какие-то интересные, походу.
Так. Мгм. Так, револьвер. Мне лучше побольше адрена взять. جات خلصت عملين ده. Так. Мгм, понял. Так. Так, здесь. Что у нас здесь? Тяжи. Ладно, спускаемся вниз. Шпрыса. Ну, это шпрысу я трогать не буду пока. Их еще 2. Угу. Это гла. Ayıgını. Sabahında. Anta Horkan oldu. Horkan'la tak var. Hortan. Otur sana. О. Где? Где? Да. М. Будет, будет. Ха-ха. Так. Один переключатель есть. Туалет. Полицейская броня. Глушитель тихий шепот. О, неплохо.
Так, там есть живой какой-то чел по имени Хиггинс. М. Так. А, так это Хиггинс виноват, понял. Во всем этом. Тупо Хиггинс решил немного побыть инженером. Какой призрак? Что? Фэнтом, он говорит. Ща приду. Ты настоящий, ты настоящий. Так, я его пока не вижу. Угу, вижу. Вроде бы, да. Кстати, по радару наверху их двое. Блин. Чё-то их много. Жесть их много. Так. Ого.
А, так, точно. М? Да. Mama bir. Ya. Alırım. Tabii bilmedim. Какая вина? Ben bile bilmiyorum. Глушитель? Серьезно? На это дерьмо глушитель можно поставить? М, Так. Ну. Вроде окей. Так, очередной переключатель. Ага. Papai. Papai. Itu apa? Акади? Salah. Надо такие тролли. Ну, тихо. Какой там К1, окей. Так, давай-ка ты... На. О, черт. О. Найс. Блин, офигенная штука. Ага. Ага, bitti. Да. Ну все, с этим оружием я буду тупо их просто уничтожать. Просто уничтожать. Автоматон. Блин, у этих челиков было такое оружие, и они как-то просрали им. Что? Как такое возможно? Угу. Так. Может быть, тут что-то есть еще? Ага.
Лечилка, кайф. Понял. Так, понял. Так. О, сбойный логический модуль. Мистерой, набор техника. Тесак, трясучки. Деталь брони. Неплохо. Это БТ. Так. Понял. Хе-хе-хе. Тупо бомжам на бед... Как его... Ботанический сад или куда там перераспределил. Дезертиры. Да, улучшена репутация. У них там целый город, им как бы нормально вообще. Всяким ублюдонам там энергию подкидывать еще. Нет, спасибо. Не хочется. Так. Нет. Пойдем. Хотя у меня всякое дерьмо. Блин, я какое-то дерьмо купил, сука. А это? Просто посмотри, да? Вот батте. Ну, батте, это бассе. Ну и батте. А? Да, готовь битье. Это битье. Просто чай баню на них идем. Танганю. Поэтому я так долго сижу. Надо не модификация защиты повышается. Рид Томпсон. Так, а где ботанический сад? Я думаю, что здесь, да? Опа.
Фортрус. Так. Тихо. Блин. Так, ладно. Так, все там. Не. Ой! Твою мать. Испугал. Нифига себе он. Много чего схавал. Аж. Угу. Бате, что ли? Посмотрим. А в чем разница? Блин, как много челиков мертвых. Так. Сука, кровать. Блять, ложись, сука, спать и все. Ёб твою мать. Пиздец. О, ужас. Ничего, аккумулятор от усталости. Это вот больше всего удручает. Оу.
Так. Угу. Тут я, по-моему, всех облутал. Блин, пистолет опять ломается, что ли? Так. Починить. Короче, я не доверяю вот полевому умению чинить вот это вот все. Так как у меня вещи тупо теряются. Не знаю почему так, но... Они даже не чинятся, по факту. Блин, чё разобрать-то?
Интересно. Чтобы создать эту диораму, изображающую пару могучих первобытных, потребовалось провести масштабное исследование почти минуты молчания ученых, расставшихся с жизнями ради научной достоверности. Ну и тупая хрень. Псид можно встретить в любом месте. Emerald Vale представлена не двумя разновидностями: прирученные и дико. Дикие псиды охотятся на стаи, прирученные псиды могут быть верными спутниками. Окей. Уже скоро узрите огромную украшенную жукоматку, владычицу в собственном гнезде, завезена с диких просторов Терры-1, чтобы будоражить ваше воображение. Лол, там никого нету. В смысле? Она чё? Ожила и ушла? Кетунец. Кетунцов много, да. А, это крысы маленькие тут шумят. Ты думаешь, что так верещит? Шумит тут. А, за них 50 опыта дают. А их стоит убивать. Обрез. Блин, такой был, по-моему, и он бесполезный. Так. Ключ карты. Так, кодировщик ключ карты. Почини, надеюсь, больше они будут споить и поливаться. По типа. На втором этаже. Что-то жукоматки. Вся команда погибла. Хреново дела у них. Так, полицейский броня. Опять же обрез. Так. Пивко. Так, значит, тут все вроде как осмотрено. Можно подняться на второй этаж. Где этот? Ага. Да, стал до сюда бегать. Перчинки. Все, машиностроение, том 1. Биты. Сок. Погоди-ка. И все? Подожди-ка, тут
По-моему, карточка должна была быть где-то на втором этаже, не говорили. И чё? Еду, что ли? Ну, блин. Ну ладно. Туда попасть никак нельзя. Видимо. Пойдемте сюда. Ботанический сад. Ладно, пойдемте отсюда. Неплохо. Как же мне до хера патронов, просто кошмар. Так. Вижу мертвецов. Где вы, спросите, да? А, вот они. Так. Ага. Хорошо. Опа. Ты ёпта. Пустой кассовый аппарат. Блин, он... Давай откроем, чё. Грубый экзоскелет. Наук технологии. Дерьмище. Оу. Блин, мне бы кофеек в этой игре. Мне просто тупо кофеек. Черт. Мне вот этого вот не хватает навыка взлома или что? Минус 5 элитная пехотная броня. Нифига себе штрафы с элитно-пехотной брони. Ничего себе. Давай так попробуем. Сколько будет
Или это не считает? Да, 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 да. Прикинь, 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 прикинь. Тупо прикинь. Пиздец. Немного не хватает. Просто чуть-чуть. А взлома. Бля. Жесть, обидно. Я-то думал, оказывается, ну, я-то думал, что это какие-то расходники, там, типа, требуется 8 из 20 или типа того. Я вообще тупо не понял, что... М. Чёрт, неплохо. Надо бы только шлем поменять. Так. Фак. Давай-ка. Полицейская броня, полицейская броня. Может быть... Ну, да-да-да, тут дохуя всякого ненужного дерьма. Так, короче, от этого избавляемся. Так, понял. Вроде как улицы чисты. Блин, я на момент подумал, что это большие скаты. Там кто-то есть. Так, прям внутри этого дома? Или прямо позади него? Или же все-таки внутри? Ха. Блин, никого не вижу. Какой-то чел. Причем поврежденный автоматом. Написано. Свалка. Тихо, тихо. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Тебя что, Damage сломалось? to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Вот Error. ты там. Navigation systems failed. Свалка не ремонтный бокс. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice, designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense.
please report yourself to your supervisor. Инженеры я меня не прокачан. Ничем не могу помочь. Ладно. Это было бы тупо. О. Гранатомет. Лол. Это как вообще? 48. Не так много. Расход тяжелых патронов. Нифига. Прикол. И сколько урона? 84. Блин, ну неплохо. Эй. Спрашиваешь, что такое? Черт, я мог бы его починить? А что бы мне это дало, интересно? Типа спутника? Эй! Тортиги? Акад. Anda. Тихо, блин, а. Так. А где врагов показывали-то? Я не понял. Вот. Они что? Да не, они реально внутри там. Вот только как туда попасть? Интересно. О, да хорош. Не хватает магнитиков ссаных. Да ладно. Или они на крыше? Хм. О, прикол. Йоу.
Так. Is Reed hiding in there? Mr. Thompson is aware of your concerns. Ваш вопрос уже передан мистер Guiding Томпсону, Edgewater все верно. into prosperity. Что там Oh, it's происходит? you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. Нашел тайник с лекарством. Anthracillin, huh? That's an anti-Cleo product. I appreciate your vigilance on behalf of Spacer's Choice. I'll make sure this medicine goes to where it's most needed. Your compensation and your receipt. О, Spacer's Choice 500 wishes you a productive битов. shift. Нифига себе. А, это я же его убил. Exercise patience. Scriptures. Так, ладненько. Сейчас. Так, привет, до спасос, привет, просек, да, пауза была долгая, но ничего. Игра хорошая, да, но что-то я вот по сюжетной линии жестко проебываюсь. Блин. А у меня палец стоит. Нормально? Так. Знаете, что у меня изжога начинается? Эджвотер перенес несколько катастроф подряд. Болезнь, мародеров, дезертира, а потом появились вы. Черт, я был уверен, что теперь все изменится. Я не знал, насколько окажусь прав. Просто ответьте мне на один вопрос. Зачем вы это сделали? Ничего лично, мне нужно был регулятор мощности. Собственность компании. Я не знаю, что вы надеялись здесь найти, но советую вам развернуться и уйти. Охране велено стрелять при вашем приближении. Но игра как-то более развернута, типа рассказать по этой игре, но... Ну, практически как Fallout New Vegas, если быть честным. А тут и добавил. Так. Ну, практически как Fallout New Vegas. Стрельба, ну, вполне себе сносная. Но играю на самой высокой сложности и, ну, в принципе, интересно играть. Играл бы я на более низком сложности, но я бы, конечно, продвинулся по игре намного быстрее, но интереса было бы меньше, мне кажется. В общем, игра на... Ну, не знаю. Мне пока нравится. Интересная игра. Вполне себе. Так, что будет с Эджвотером? Умер. Наш завод умер. Дезертиры Аделаиды никогда не вернутся. Скоро просто космос нас закроет. Кого-то к тому времени одолеет болезнь. Кто-то уедет. Кто-то умрет от голода. А я подам прошение об отставке. После чего меня привлекут к суду и заслуженно посадят за грубую некомпетентность.
Я ухожу. Так. Так. М. Ну, взлом хотя бы. А, вскрытие замков. Лол. Давай так сделаем. Пофигу. Так, способности. Грузоподъемность. Ключ Рида, найс. Ай, ну блин. Еще откуда я начну? С самолета, да? С корабля. В котором невозможно отдохнуть, кстати. А. Вот уж не ожидал. Да. Кстати, погубил целый город колонический. Нормально. Целый колонический город. Так, есть гранатомет, я думаю, решил проблему быстро. You want to know what gets me? That power regula. What? Так, тупо взлом. Плюс. Вот так вот. Потом сюда. Битов много не бывает, дополнительно расходуем предметы. Морозовый. Цену торговца, базовое здоровье, максимум шкалы тактического замедления. Скорость ходьбы, скорость бега. Так, ладненько, сейчас попробую. Бас. Ona niyetin düktüğünde. Ona düktüğünde. Хорошо.
Так. Ну что? Сейчас зажжем. Сейчас зажжем. Да. Вот это прикол. Так. О. Порвать. Черт, упустил. Блин, за этого рабочего дали меньше, чем за крысу. Опыта. Забавно. Зажигалка. Так. Наконец-то. Регулятор мощности.
Так. Ну что ж, давайте ограбим весь город тогда. Раз уж мы начали подаваться во все тяжкие, да. Да. Безумный ученый возродил не того, кого надо. Миротворец. Лоль. Миротворец. Так, Парвати. У Парвати ни хрена нет. Ну чё такое? Помню Эрнеста. Где? И... Вот это. Эгохака. Без этого. Эгохака. Сильный удар даже есть. Сын. Спать не хочет. Вот сидит с папой. Ничего нет, нету. Ну ё-моё.
Ну, тут, видимо, никаких успехов нам не видать. Полицейский шлем. Так. Убежал. Так. Жесткая зачистка проходит тут. Ну чё, Макс? Ничего? Оп. Ну, фак. А, двойной прыжок, оказывается, даже есть. Ну, типа он только немного иначе работает. Так, где ты дробовик, чувак? Ты же с дробовиком был вроде как. А, ладно. Паники. Как я стал с этими видеороликами? Господи. Жалею теперь, что взялся за это. Денег прям куча уходит, чтобы сделать шашлык. Мне надо было снимать базу. И там делают так, у нас все столики со скамейками снесли. Ничего себе. Нифига-то. Блин, вот ты жестко трайхардишь. Действительно. Даже базу снимал. Фига себе. А, это чё? Местная церковь, что ли? Фак. О-хо-хо. Да, было близко. А зачем сносили скамейки со столиками? Типа буяны какие-то, что ли, или что? Так странно. Нахера так делать, типа? Ну, парень, конечно, оптимист. Сосуд ОНМ. Черт, что-то я перестарался. Да так, поносит. Посносили алкашня. Блин, печаль, конечно. Да, чувак вообще в тяжелую минуту такой пришел. Думаю, Вера его спасет, но оказался я. И Вера его не спасла. Интересно, кому они поклоняются, типа, что у них за религия такая интересная? Так.
Челикса. Так. Ну быстрее перезаряжайся, ёпаш мать. О. Уничтожатус. О, ну, ребят, вы сами туда зашли. Тупо погибли в туалете. Да. Замочил в сортире, называется. Вот так вот. Блин, по всем магазинам надо пройтись теперь. Везде, скорее всего, что-то есть. Просто везде. Тупо раздраконил весь город одной рукой, играя. Ужас. А констебль, кстати, наверное, у себя, нет? Надо будет проверить. Мартина Бернетти. Это тот безумный ученый, который нас спас, или это другой какой-то чел? Я что-то не понял немного. Опа! Запечатано. Интересно, за меня награду какую-нибудь поставят? Было бы прикольно. Если бы за меня тоже какая-то награда была. Погребальная пошлина Конрада. Детали для брони. Опа. Ученый. Мне показалось, что на меня напали. Так. Ай, ай, ай. А, закрытый, что ли? Блин. Ну ё-моё.
Ладно, пойдемте. Да. С ребенком в руке уничтожил целый город. Целый город просто уничтожен. Ну, ничего не поделаешь. Тупо суждено им было так закончить. Поделаешь. Глушитель. Это посматный басы. Так. Наоборот, снижается сильно. Вот этому оружию бы прицел. Но ему нельзя почему-то. Так, где миротворец, кстати? Миротворец. Я же его убрал. А, модифицировать его нельзя, просто понял. Миротворец.
Утетер. На борт техника она поставится? Ай, блин, отстой. Ладно. Ого-го-го-го-го. Баты. Так. Так, починить все используемое. Принять. Так. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, даже не знаю. Опа. Нить. Блин, на еще один, может быть, немного прокачаем. Ау. Ау. Ты такое, посмотри. Так.
Разобрать. О, дёска, Вася. Спотел. Поддержу я тебя в руках и спотел я, батте. Просто басси. Давай не будем. Не найдем меня тут. Посмотку устраивать. О, батты. Так. Разобрать. Разобрать. Так, ладненько. Ручной пулемет просто космос. Просто космос. Баты. Так. Всё. Ну пойдем. Ну пойдем. Да, кстати. Короче, на всякий случай сохранюсь. Это уже, считайте, у меня идет тупо злая ветка. Хотя, блин, она изначально прям как злая идет. Я там охранников поубивала. Ну ничего. Короче. Чисто запомним, что отсюда уже идет просто наизлейшая ветка. Весь город просто расхерачили, всех убили, всех жителей. По-моему, всех. Никого не пропустили. Ну и все. Дальше будет только хуже, мне кажется. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now Согласно under моим our данным, control. Эджвотер остался без I электричества. appreciate Спасибо вам за то, что your ускорили его confidence уничтожение. and demise. Найс. Так мы его уже вообще полностью уничтожили. What can I do for you, Чем могу Captain? помочь, капитан? Я установил регулятор мощности. All systems are Система operating работает в within пределах acceptable допустимых parameters. значений. I am prepared to Я bring готов the вывести без надежды на unreliable низкую into орбиту. Это low будет хороший altitude проект orbit, наших which летных should prove an возможностей. adequate test of our flight capabilities. О. Ну, подожди-ка. Давай-ка проверим кое-что. Я тут все задания сдал. Ну да. Welcome back, Captain. All systems are now operating within acceptable parameters. Shall I take our ship into orbit?
Оу. Не очень хороший знак, да. Это что за ласта? Они типа для полета под водой? Или что? Управление Земли каталогизирует пригодную для жизни чего? Communication request from Dr. Phineas Wells. Phineas Wells. Окей. Он какую-то жижу просил добыть. Based on my initial Если мой calculations, первоначальный the анализ Wells личности доктора Уолса был точным, that's это highly маловероятно. unlikely. Ага, вот и ты в добром здравии, да еще и собственным кораблем. Вижу, что нашел безнадежному хорошее применение. Жаль предыдущего капитана, ужасная была смерть. Кстати, как ты себя чувствуешь? Я потерял тебя. Это ты пошел в пещеру. Испытываешь часы по звуку мочеиспускания? Уверяю тебя, это нормальный побочный эффект от разморозки. Давай ближе к делу. То, что ты видел в Эмералд Вейл, происходит повсюду, по всей колонии. Нехватка еды, отсутствие самых простых и необходимых вещей. Мы умираем, и виноваты в этом председатель, мистер и подпевалов из коллегии. Окей. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. No! Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a Нави, ключ для посадки в Stellar Bay. Или я могу просто убраться на пару световых лет подальше от Алкеона. Без скачкового двигателя? Удачи, ты не дотянешь даже до ближайшей звезды. Послушай, я восхищен твоим оптимизмом, но горькая правда в том, что ты здесь застрял. Ты и я, и эта колония, все мы вынуждены ходить по одному обрыву, на дне которого забвение. Если никто из нас не покинет Алкеон живым, то почему бы не сделать его лучше? И начать мы можем с того, что реанимируем колонистов надежды. Ладно, поговори с этой Гладис. Кстати, передал капитану Хоторну аппарат для маскировки, который сам же и создал. Самая современная технология, опережающая свое время. Чё это? Я называю голографический плащ. Уверен, она очень тебе пригодится. Ты найдешь ее в каюте капитана. Надеюсь. Каюта открыта, надеюсь. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Понял. Блин, пойдем наконец отдохнем. Нахуй. Голографический плащ. О, наконец-то. Так. Голографический плащ создает для вас инопланетный вес, который позволяет. Вы закрыты, если у вас есть карточка с соответствующим удостоверением закрыты. Сообщение для Алекса Хоторна. Так, подожди. Шляпа Рида?
Оу. Найс. Просто найс. Круто. Так, ну... Давай-ка разберем. Это... 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 Как-то лучше. Блин, шляпа это даже больше брони имеет. Наконец-то. Так. Посмотрим. Бэдфорд. С остальным сердцем. Правда, коллеги сериал не одобрил, так что я постараюсь не показывать его своим космическим приятелям. Надеюсь, он порадует тебя во время путешествия. Ай, так не хочется читать. Обсидиановый череп выкован при... Так. При высоком давлении. Декоративный череп сделан из вулканической породы. Иногда вместо того, чтобы сделать выбор, на лучшем решение будет уничтожить тех, кто поставил вас перед ним. Так, а... Сабля-то куда делась? У меня же сабля была. Дерево бонсай. Выпустили новые корни, точно сорванные порывом ветра, пушинки одуванчика. Аделаида. Я вроде как тоже убивал, нет? Оу, май. Потому-то он никак не реагирует на его корпусе выгравирован серийный номер, в котором включено 3 буквы Сэм. Черт. Да я могу везде спать. Где захочу, просто тупо. Здесь должна была быть сабля, нет? А, нет, вот он. Если нас не убивает, то дарит нам столбняк. Да. Ничего, только туалет. Ядрить. Охуеть. Вас приветствует карта, да.
Офигеть. Так. Бля. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Что там про Сэма? Знаешь что-нибудь о том автоматоне, который собирает пыль в помещении для The уборщика? unit is a cleaning system. Это автоматон уборщик Сэм. Хотон доставил его на борт несколько циклов назад. Я уверен, он спланировал его модифицировать, но при... Alex likely Чё? reported progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Развлеки меня. Certainly, Captain. What would you like to hear? Да, анекдот. It's been scientifically proven that those with more birthdays live longer. Статистически доказано, что дольше всех живут те, у кого больше дней рождения. Ну такое. Дай музыку. Now playing a Spacer's Choice Воспроизвожу advertisement. рекламную мелодию просто космос. Это не моя любимая песня. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified choice their favorite song. Пока As все. you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I'll be here. Что-то я хотел сделать. Блин, забыл. Вот прям типа важное что-то. А, все вспомнил. Да, типа важное. Так, сейчас. Нет, немного не так. Так. Что там еще хотелось сделать? Ну, может, и без... Так вот. Все. Так. Журнал, значит, пойдем. Сейчас проверим. Так, Сэм, не забудь, во время прошлой вылазки в Эмералд Вейл ты нашел на свалке списанный автоматон для
санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно и установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийства чистильщиком. Будет весело. Стандартная деталь. Бак с мылом успешно демонтирован. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то чтобы у меня было полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Угу. Об этой доставке можно забыть. Деталь потеряли во время транспортировки. В ближайшее время не привезут. Но есть хорошие новости. Один знакомый, который знает девчонку, которая знает одного брокера, за баснословные деньги поделился информацией о местонахождении бака кислотой. Так. Склад, старый клад розовый. Окей. Блин, не хватает тупо. Независимая орбитальная станция на первом корабле колонизатор Фалкиона. Первопроходец. Мы сейчас на Терре зависли, да? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I have... Что произойдет, если у тебя не будет источника питания? I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? Да, наверное. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Альтернатива, например. Traveling the system with you, Captain. Так, ты скучаешь по нему или все капитаны для тебя одинаково? Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Ну, понимаешь, что я не Алекс Хаторн, правда? Oh, I know you are not the same Captain Alex Hawthorne who died in Emerald Vale due to excessive internal and external bleeding. I required you to assume Hawthorne's identity in order to sync your commands to my interpretation protocols. I've since registered you as the captain of the Unreliable. You're welcome to continue lying about your identity if you wish, but I know the truth. Окей. Ты странный компьютер, но ты мне нравишься. I am relieved to hear it, Captain. Серьезно? No, but I am programmed to put you at ease by saying so. Другие какие капитаны? Was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I be of assistance? Нормально. What part of the colony would you like to discuss? How can I be? Так. Что я хотел узнать? Так.
Прикольно. Destination reached. The Groundbreaker. Groundbreaker. Окей. Да. Ладно. Продолжим потом. Короче. Сегодня так много посидели. Много времени. Так, сейчас. Кнопку надо настроить. Да. Как-то так. Нормально. Показал кого-то вот огромный прыщ. Это что? Ладно. О, нифига тут этих. Ядрить. Предупреждение, кажется, до хера было. Ладно. В следующем стриме, надеюсь, настроимся нормально.